Всем привет! В эфире Metal Detector! И сегодня в выпуске мы познакомимся с не особо тяжелыми, но реально интересными и зачетными новинками минувшей недели. Более того, в этом обзоре вы узнаете о 4 новых проектах с участием известных музыкантов. Так что устраивайтесь поудобней, смотрим! I can feel them from afar. I can hear them whisper in my ear. Армяно-американские музыканты, объединившись с известным греческим вокалистом Кноуп, который в свою очередь выступал вместе с Сержем Танкяном из Kindred, записали дебютный полноформат в жанре прогрессив-альтернатив металл. Еще с прошлого года группа выпускала по одному треку в месяц, подогревая интерес фанатов к новому альбому, который, кстати, получился весьма интересным. Изящные гитарные рифы и запоминающиеся припевы, социальные тексты и вкрапления армянских народных мелодий. В общем, рекомендуется всем фанатам System of a Down. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Watch it blow. There's a feeding frenzy while the rest of us watch it blow. Прошлой осенью, ровно 30 выпусков назад, мы рассказывали о дебютном мини-альбоме этой забойной банды из Штатов. И большие надежды, которые были возложены на творчество группы, оправдались с лихвой. Новый, теперь уже полноформатный альбом парней превысил все ожидания. Диск получился действительно ярким и мощным. Музыканты немного изменили свое звучание, частично урезав металкор составляющую. Так что новый материал можно отнести к агрессивному Industrial New Metal. Восьмой полноформатный альбом выпустила легендарная американская команда, которая была основана в 1995 году. Участники коллектива исполняют качественную альтернативу с элементами пост-гранж и хард-рок. За свою историю группа продала более 4 миллионов копий своих альбомов, и это только в Штатах. Ну а что касается нового диска, то он получился мелодичным, местами экспериментальным и очень разнообразным. Группа из США, основанная летом 2009 года и в основном выступавшая вживую, записала дебютный полноформат, в который вошел весь накопленный за эти годы материал. Жанр альбома можно охарактеризовать как альтернатив грув-металл. Однако в треках нередко встречаются дэт-металл рифы и свойственные прогрессиву смены темпа и музыкальных размеров. Смесь чистого вокала и харша, равно как и качающие гитарные рифы, заставят вас переслушать понравившиеся треки не один раз. Второй мини-альбом, состоящий из 8 треков, выпустила реально достойная группа, представляющая две страны – Канаду и Америку. Участники этой команды исполняют продуманную и довольно лиричную смесь альтернативы и прогрессива, разбавляя ее элементами инди и обильно украшая электроникой.
Сильный вокал, красивые атмосферные гитарные и клавишные партии – всем этим просто пропитана новая работа музыкантов. You are beautiful, just not what I am looking for. So walk away while I sink to the bottom. Emptiness is here, no control, losing all sight of hope. One thing that I see. Американский проект, исполняющий качественный и мощный прогрессив-металл, записал дебютный получасовой мини-альбом. Собственно, этот проект можно смело назвать супергруппой, так как его составляют музыканты из таких всемирно известных коллективов, как Mastodon, Queens of the Stone Age и At the Drive-In. Мощная, глубокая и действительно красивая работа. Зачетный и, честно говоря, неожиданный альбом в жанре прогрессив-металл выпустил новый американский проект под предводительством Ника Санторы, известного ритм-гитариста из Suicidal Tendencies. Также в работе над диском принял участие Эван Брюер, экс-басист не менее популярной группы The Faceless. Пластинка получилась весьма интересной и экспериментальной, и, конечно же, нет ничего удивительного, что в материале прослушиваются элементы таких жанров, как кроссовер и трэш-металл. Молодая российская команда, рубящая качественную и бодрую альтернативу, записала дебютный полноформат. Коллектив был основан 3 года назад, когда его будущие участники Ольга Старикова и Артем Тюрин встретились на крутейшем и, можно сказать, легендарном фесте Кубана 2013. Ну а спустя год к ним присоединились еще 2 участника, и группа занялась активной творческой деятельностью. Кстати, в переводе с языка санскрит название команды означает «контроль над дыханием». Ну и напоследок достойнейший дебютный полноформат нового интернационального проекта под руководством композитора, гитариста и вокалиста Джареда Лича. Кроме приглашенных ударника Скотта Прайана и вокалистки Сары Хоффа, в записи этой пластинки принял активное и весьма ощутимое участие Колин Эдуин, басист знаменитой британской группы Porcupine Tree. Альбом получился сложным, глубоким и насыщенным. Одним словом, таким, каким и должен быть настоящий прог. А на сегодня это все. Генеральный партнер передачи – самая крупная сеть рок-пабликов ВКонтакте РМО Media Group. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комменты, слушайте достойную музыку. Пока!